Weißt du, wie Niemand versteht? Einen neu geschaffenen Paragraphen, der alle Kritik an sein Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер все еще. Приехала из Нюрнберга в Мюнхен. Стою возле вокзала Мюнхена, Hauptbahnhof. Вот так он выглядит снаружи. И сегодня хочу дойти до центра Мюнхена, до Мариенплац пешком. И навигатор мне показывает, что идти примерно 10 минут. Улица оживленная, подряд идут отели, кафе, магазины. Так что буду идти показывать и рассказывать. Кто впервые на моем канале, я живу на 3 страны, и поэтому показываю периодически то Узбекистан, то Германию, то Россию. Кому интересно, подписывайтесь. Кстати, в ближайшей перспективе планирую снять города Турции. Иду я в самый исторический центр Мюнхена, хотела сказать Нюрнберга по привычке. Пройдусь по пешеходной улице, уже не спеша, буду заходить во все церкви, во все здания, рассказывать, показывать. Но никому не секрет, что Германия старается заботиться о своем населении, о социальном обеспечении. Вот и сейчас государство дает возможность покупать билет, абонемент на месяц, который действует по всей Германии, на весь транспорт. Ну, не учитывая скоростные поезда. Так вот вы можете, вот как я, сесть из Нюрнберга, доехать до Мюнхена, если у меня есть такой абонемент, поехать на метро, трамвае, автобусе. Так весь месяц, без ограничений. И это очень радует, потому что я живу в дорогой земле в Баварии, а Мюнхен так и вообще считается самым дорогим городом Германии. Поинтересовалась ценами на недвижимость здесь, в Мюнхене, так, для себя. Так вот, однокомнатная квартира, не новостройка, но в центре, обойдется вам 400 тысяч евро. А трехкомнатная квартира в новостройке в Мюнхене обойдется вам в 1 400 000 евро. Ну, конечно, и зарплаты здесь выше, чем в других городах, но все равно дорого. Кстати, новость. С ноября государство облегчило получение ипотеки с господдержкой под 0,01%. Это, как считаю, почти рассрочка. Вот кому надо, интересно, поинтересуйтесь в банках. А владельцы авто могут до декабря поменять страховую компанию на более выгодных условиях. И рождественские ярмарки в этом году откроются раньше. В прошлом году я прогулялась по Нюрнбергской рождественской ярмарке. А в этом году хочу посетить и Мюнхенскую. А еще после Мюнхена планирую съездить и во Франкфурт. Ну вот, я вам прям все карты раскрыла свои. О, вот и кофейня Fellows, товарищи.
Вы помните, я вам рассказывала про нее? Кофе здесь ароматный и вкусный. Мне даже больше нравится, чем в Старбаксе. И в этих кофейнях особенно уютно. В таком английском стиле, с диванами Честер. Здесь же рядом и кафе 35 миллиметров. Здесь можно заказать авторское актерское меню, а также отметить свой день рождения, посмотреть футбольный матч. Впереди вот на столбе указано, что здесь рядом метро, электрички и трамвай. В Мюнхене удобная транспортная развязка. Обратите внимание, в центре города краны вон стоят, видимо, идут реставрационные работы. Я подхожу к площади Карлплац, и здесь вот выделяется здание с таким зеленым, почти под 70 метров куполом. Это дворец правосудия или дворец юстиции. Построен в конце 19 века. В этом здании судили группу «Белая роза», которая противостояла нацистской партии в свое время. Молодые люди, узнав правду, что творили нацисты во время войны, сопротивлялись им, как могли боролись, раздавали листовки, были осуждены за это. Я заметила, что в Мюнхене много таких вот сувенирных лавочек. Это говорит о том, что много туристов посещают Мюнхен. В отличие от Нюрнберга и Фюрта, в Мюнхене очень много велосипедистов. Это связано с тем, что на авто здесь ездить неудобно, пробки. Да и хочу отметить, что немцы сами по себе за здоровый образ жизни. И часто можно встретить людей пенсионного возраста на велосипедах, на самокатах. А еще можно встретить солидного мужчину в костюме, в галстуке, с портфелем и на велосипеде. Я и сама иногда езжу на велосипеде в магазин. Так это удобно, хотя я вот раньше в Узбекистане, в России никогда не ездила. Это все благодаря развитой инфраструктуре велодорожек. Да и немецкие законы и культура дорожного движения способствуют уважению к велосипедистам и их безопасности. Решила здесь перейти дорогу, чтобы показать вам дворец поближе. Вот здесь и двухэтажный автобус. Кстати, таких в Нюрнберге нет. А подземный переход здесь живет своей жизнью. Здесь целый торговый центр внизу. «Мы не молчим, мы ваша нечистая совесть». Так писали студенты Мюнхенского университета, участники антинацистского движения «Белая роза», «Weiße Rose». Узнав, что творили нацисты и сколько людей убили, эта группа не молчала, сопротивлялась, раздавала листовки и побуждала других не молчать. И за это они были в этом здании осуждены и приговорены к смертной казни, к сожалению. Это дворец правосудия действующий. Здесь также проходят суды, и мало кто знает, что здесь есть музей, и его можно посетить. А в 1905 году было пристроено новое здание в стиле готики из красного кирпича. Вот оно. Новый дворец правосудия. Внутри дворец отделан мрамором и гранитом и пускают на организованные экскурсии. А я пойду дальше в историческую часть Мюнхена через Карлплац. Площадь была названа в честь курфюрста Карла Теодора. Курфюрст – это князь, за которым сохраняется право выбора императора. Это еще идет со времен Римской империи. Однако, поскольку курфюрст Карл Теодор был крайне непопулярен среди населения Мюнхена, это служило причиной того, что Штахус, старое название площади, осталось в употреблении у мюнхенцев. Почему Штахус? Здесь раньше была гостиница и паб, и была названа в честь хозяина Штахуса. Гостиницу снесли, а название осталось. Получается, для мюнхенцев важнее был этот хозяин гостиницы, чем сам курфюрст. И, как я говорила, здесь под землей находится торговый центр большой в Европе и назван также Штахус. Впереди, где дети играют, это фонтан, но он работает в летнее время, а в зимнее время здесь работает каток под открытым небом с прокатом коньков. Здесь, как видите, много и кафешек. А туристы, кстати, начинают свою прогулку по старинной части Мюнхена именно с этой площади. Сюда легко добраться на метро, на электричке и на трамвае. А я вообще с вокзала дошла пешком. Впереди находятся Карловы ворота. В честь того курфюрста Карла. Пройдя через них, я попаду в историческую часть Мюнхена. Сначала эти ворота были известны как Neuhauser Tor и были переименованы только в XVIII веке.
И эти ворота были частью второй оборонительной стены Мюнхена, возведенной вокруг города аж в XII веке. И это сооружение – точная копия старых ворот, которые были разрушены в середине XIX века. И пройдя через эти ворота, начинается пешеходная улица. А на стене главной арки находится памятник архитектору Йенсену, который длительное время добивался создания пешеходной улицы здесь. И она появилась, но только после его смерти в 1972 году. А чуть выше скульптура 3 музицирующих мальчиков. Они как бы парадно встречают нас с музыкой, с весельем, говорят: «Заходите, гости дорогие, в историческую часть Мюнхена». Ранее эта скульптура принадлежала рыбному фонтану на Мариенплац, но его я покажу вам позже. При реконструкции этим мальчикам места там не нашлось, и их перенесли сюда. И сразу же нас встречает универмаг, который работает с 1905 года, старинный. А ну-ка зайдем, посмотрим. Это, наверное, как наш ГУМ, ЦУМ. Да, это как в Москве ЦУМ. Вот здесь весь этаж парфюмерии, другой этаж одежда, женская, мужская. Так интересно украшен магазин Сваровски. Гражданский зал и церковь в одном лице. Захожу. Здание построено в начале XVIII века, необычное, двухэтажное. На первом этаже нет окон. И здесь хранятся останки священника, борца против нацистов, который был убит в концлагере Дахау. Привлекли внимание эти здания. Специально остановилась, чтобы вам показать. Конечно, архитектура Мюнхена отличается от Нюрнберга. Как я перешла Карловы ворота, сразу началась улица Нойхаузерштрассе. На этой же улице Иузитская церковь Михаила. Эту церковь начали строить в 1583 году, но строительство прервалось падением одной из башен. Так что храм достроили только в 1597 году. Однако судьба все равно не пощадила его. В ноябре 1944 года он был разрушен бомбежкой, но все же восстановлен в 1948 году. У входа в церковь стоит бронзовая статуя архангела Михаила, которая была создана еще в конце XV века. И на нишах находится 15 статуй покровителей этого собора. Фасад здания больше похож на средневековую ратушу из-за треугольной формы. Попробую зайти внутрь. Церковь Иузиитская. Иузииты относятся к мужскому духовному ордену Римской католической церкви. И впервые за всю историю ордена представитель этого ордена был избран на должность Папы Римского. Им стал кардинал-архиепископ Буэнос-Айреса, взявший себе имя Франциск. А мне всегда интересно в церкви рассматривать орган. Интересный инструмент. Нажимаешь на клавиши, а из труб разной длины и диаметров издается звук.
Искусство строить органы развилось в Италии, и уже в IX веке они выписывались во Францию, а позднее в Германию. А этот сюжет для болельщиков футбола. Магазин немецкого футбольного клуба из города Мюнхен, Бавария. Основан в 1900 году. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира. Бавария заняла 3-е место в списке лучших футбольных клубов 20 века по версии FIFA. Здесь можно приобрести не только мелкие сувениры в виде брелков, но и одежду, кепки, шарфы, куртки, майки, футболки. И сюрприз от албанского футболиста Фабио Эндура – шоу с мячом. Зашла в сувенирный магазин, а здесь такие интересные игрушки. Да и щелкунчики не менее интересные. А как вам часы за 645 евро и выше? Друзья, продолжение следует в следующем видео «След дьявола».